Всем привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Хочу сказать огромное спасибо, это в первую очередь, всем, кто мне пишет, комментирует, кто переживает за меня. Многие спрашивали, переживают, что я куда-то пропала. Нет, я на месте, я в Бахрейне. Все хорошо, все, слава богу, нормально. И сегодня я хочу поблагодарить вас всех, во-первых, за ваши комментарии, за то, что вы смотрите, пишите мне. Это очень сильно меня поддерживает, дает больше силы духа, чтобы продвигаться вперед. В общем, вы меня поняли, то, что я хочу сказать. Я немножко не красноречиво говорю, но все равно мне приятно, когда кто-то переживает за меня, кто-то смотрит, мои каналы и спрашивают вообще, где я, что я. Это очень, конечно, приятно. А сегодня я решила немножко, наверное, с вами, может, не длинное будет видео, а может, и покажу что-нибудь, я не знаю. Хочу показать, во-первых, эти работы. Значит, смотрите, это моя первая работа, это работа, которую я там поставила. Татьяна говорила, хочу посмотреть сухую. Вот так она у меня получилась. Я там ставила шорт-видео. Она получилась как текстурная, если это видно, видите, да? Этот бедный холст, он у меня экспериментальный, видите, это когда-то я тут что-то красила, делала, потом я решила поэкспериментировать. И молотком била, и шариком била, и что только и свайп делала, и крутила. В общем, огонь, воду, медные трубы прошел, так он и называется, огонь, воду, медные трубы. Это просто мой экспериментальный холст, видите? Интересно получилось, конечно, если делать так, как я делала, я тут и крутила, и щеточкой, и в общем, чем только не крутил, что только не делала с этим бедным холстом. И этот бедный холст, живой вроде, но смотрится так, да? Конечно, не повесить куда-то, наверное, поэкспериментировать можно было, в общем. Это раз, я вам показываю сегодня. Второе, смотрите, давайте это покажу, ладно, потом дальше. Смотрите, сегодня, что я сделала ночью, Я тоже, по-моему, шорт-видео выложила, у меня там теперь, смотрите, иногда шорт есть, когда я что-то сделаю и сразу ставлю короткое видео, минутное. Вы можете посмотреть тоже то, что я там делала. Такая интересная картина, жалко, она, не знаю, отсвечивает, она передает эту красоту самого цвета. Видите, темно-зеленый цвет, да, и я покрыла сверху этой блестящей, у меня есть краска, наверное, Джотан называется, Джотан фирма, да, она для стен эта блестящая краска, которую я иногда покрываю холсты, делала заливки из нее, не буду сейчас показывать ее обратно, в общем, я просто покрыла холст и сделала такую интересную, красивую, картину. Не знаю, как она будет называться. Панно. Там, если вы знаете, то напишите, потому что я, наверное, не художник, иногда я теряюсь, я не знаю, что это. Панно, это текстурная работа, что вообще. Короче, такая картина у меня получилась. Я думаю, наверное, вам будет интересно, я могу немножко показать. Это будет реально интересно. Посмотрите, как получились листики. Видите, да? Листики, потом это все такое это серебро, и эта краска тоже как металлик, она 3D у меня, такая темно-зеленая, золотистая, это цвет. Я вам сейчас покажу всю ее. Видите, как она смотрится. Думаю, что интересно, да? Дальше. Эту я вам показала. Красота. Реально, так, если посмотреть, видно вам. Сейчас я вам покажу еще что-то, да? Я сегодня что-то много решила вам показать. Ой, не знаю, в общем. Дальше. Сделала я здесь такие работы. Это я уже подготовила для моря. Эпоксидкой буду заливать. Если хотите, я вам, напишите мне в комментарии. Я вам потом покажу. Я купила такие уже готовые. Тут была другая картина снизу. Я ее просто закрасила. Получила песок, там море, а дальше эпоксидкой залью, здесь камушки. И, в общем, у меня были такие работы уже. И интересно, легко и просто, короче. Закрасил и эпоксидкой заливаю. Видите, сколько я дел сделала? Не мало, оказывается, много. Дальше, что сегодня еще покажу вам. Сейчас скажете, Дианка надоела со своими показами. Ладно.
Смотрите, как интересно можно сделать цветы. Это я вот экспериментировала, пробовала, да. Это вот такой холст. Значит, это можно сделать ложкой. Вот такие ложкой цветы я сделала. И еще у меня там, по-моему, еще что-то было такое. Я сейчас вам еще покажу, подождите. Вот. Такие цветы можно сделать интересные на холсте ложкой. Дальше, что еще показать? Смотрите, ну, вы не видели, а Инстаграм мой видел, наверное. Ну, и хотя, если шорты смотрели, то тоже видели. Это у меня коробка Hugo Boss. Сначала я сделала вот эти цветы, потом я добавила еще там поляночку. И получилась вот такая коробка. Вот, видите, закрасила ее. Получилась вот такая коробка, как шкатулка. Это детки мои попросили, мои малыши здесь. Бабуля, сделай. Ну, бабуля им сделала вот что смогла. Это была коробка от духов. Даже здесь, видите, она не... Ну, как бы я одним слоем красила. Так и написано. Hugo Boss. Вот. Пахнет духами мужскими. Нормально. В общем, коробку, как всегда, было жалко выбросить. Вот. Ну, думаю, пускай детки что-нибудь там собирают. Так, что еще сегодня я вам покажу. Подождите, вы сейчас скажете, Диана, нам надоело. Ну ладно, ну уж потерпите, я вам покажу что-то интересное. Значит, все знают насадки, я хочу показать вам, как использовать насадки для тортов. Вот делаем мы крем, когда, да, вот кто печет, занимается печеным. Там, сейчас, если я еще смогу открыть, вот открыла. Смотрите, у меня вот такие насадки. Это вот используется для крема, когда пекут торт, да, и украшают. Это для украшения тортов. Вот. Вот такие насадки. Видите? Вот они. Я, значит, почему-то увидела... Я сначала вчера, не вчера, а 2 дня назад выходила, нам можно было здесь выйти, потому что те, у кого нет вакцины, нам дали 3 дня. Поздравьте Диану. Значит, у меня нет вакцины. Поэтому нам дали 3 дня, что мы можем сходить по магазинам. Вот детки у меня погуляли, все, значит, поехали по магазинам, съездили. Вот. И я себе приобрела вот такую вот штукенцию. Вот смотрите, 3D. Вот вы там не видно. Деко, написано Деко 3D. Это у нас nozzles. Nozzles это значит, ну как бы мы можем использовать вот эти вот, ну как типа для тортов, да, вот такие вот. Вот такие же. Просто здесь не закручивается, а эти закручиваются. Я вам сейчас покажу. Они всего там тут 4 вида, по-моему, были. Разные можно было сделать. Я купила 2 упаковки вот таких вот Деко 3D. Вы знаете, не пожалела, потому что реально они стоят очень дешево у нас. Вот сколько тут они? 500 филс, по-моему, что ли, были. Ну, я не знаю, сколько это долларов, надо посчитать. Вот, но не пожалела. И вот я пришла домой и решила попробовать вот ту картину, которую я вам показала. И что я сделала? Вот сейчас это, наверное, будет для кого-то секрет, для кого-то сюрприз, для кого-то вообще знают. Видите, что я придумала? Значит, вот такая вот интересная штукенция. Вот видите, вот у меня такие есть, значит, для текстуры. Вот написано Brilliant Gloss. Деко 3D, это матовые, это с блеском, вот я вам показала, которые, да, они как бы уже смешаны с текстурной пастой, вот эти вот краски, и ими можно сразу как бы мастихином поработать, значит, сделать цветы, там что-то еще, вот этими красками. Их уже не надо смешивать, они уже готовые, да. Вот это была не 3D, значит, она, ну как бы она без текстурной пасты, вот это. А это уже с текстурной пастой, готовая вот такая. Я решила уже, ну, как бы давно я их брала, и как-то что-то не доходят руки до них. И вот хорошо, что я позавчера вышла и купила, и вот решила сделать вот эту картину. Вы представляете, я такая довольная. Дальше, смотрите, что еще я придумала. Вот у меня есть очень много красок, которые давно раньше покупала. Вот такие. Это у нас heavy body, ну как бы, это, я не знаю как на русском, heavy body. Написано heavy body, значит, ну как бы они, пигмент очень высокий, они не жидкие, короче, они густые. Их прям чуть-чуть совсем нужно добавлять, размешать, идет хороший пигмент. В общем, не знаю как на русском, извиняюсь.
На самом деле уже голова не работает, столько у меня переживаний и думок, что башка не работает уже совсем. Вот, ладно, и вот еще у меня вот такие, ну, несколько таких еще разных есть. В общем, смотрите, что я придумала. Во-первых, я вам покажу, как я придумала вот эту насадку прицепить сюда. Вот я открутила, видите, да, вот открутила. Это называется, я хочу быстро вам записать. Ага. Уже там, смотрите, сколько минут. Вот у меня такая насадка есть, разные насадки, да, например. Сейчас вот выберем какую-нибудь для цветов или еще что-то. Ну, давайте попробуем вот эту пока. Вот, я ее вот так просто поставила, да, и скотчем зацепила. Вот это на будущее может кому-то когда-то и пригодится. Вот смотрите, я просто раз вот так зацепила скотчем. Ну, обычным скотчем, да, с двух сторон. И она у меня уже держит. Вот так, смотрите, раз и все. И вот если мне нужно сделать какой-то цветок или еще что-то, да, мне уже не надо заморачиваться. Я сразу раз, нажала, там, ну, я не знаю, вот так. Раз, и пошла, короче, делать. В общем, это вот моя интересная такое изобретение. Вот видите, у меня несколько таких уже я сделала себе, тут рисовала. В общем, вот так вот вы можете использовать насадки для тортов. Есть вот такие разные формы, где можно и цветы, и всякое-всякое сделать. Те, кто печет печеные, они знают, те торты, там кто-то делает, они знают уже, как это делать. Ну вот я вам показываю, как можно на краске. Дальше, вот эти вот штукенции, это вообще легко и просто. Ну, давайте еще вот какую-нибудь, опять же, форму возьмем этого листочка, чтобы я уже использовала, да, наверное. Так, ну давайте вот золотой, смотрите, это нету здесь ни медиума, ничего этого, ну как бы пасты нету здесь, это обычная краска, Rich Gold называется, обычная, просто Heavy Body, она такая густая, видите, густая такая. Вот ее просто взяли, также можно использовать ее без медиумов, вот, закрутили, все, она готовая к применению. Сейчас я вам буду показывать, как можно из нее сделать что-то. Я вот сейчас на этой покажу вам. Смотрите. Ну вот, примерно, да? Это у меня все экспериментальное. Вот у меня такая насадка. Я просто близко покажу вам. Вот, нажимаю. Вот. И сделала листик. Видели? Вот он. Нормально? Видите как? Не нужно не смешивать ее ни с чем. Как бы не надо это, ну, добавлять сюда вот эту медиум какой-нибудь. Вот, раз, и сделали. Видите, как красиво получается? И вот так можно сделать вот ту картину, которую я вам показала. Сейчас я покажу, как я ее делаю. Дальше, чтобы они у меня не, ну, как бы я не меняла часто, я просто беру вот такой скотч, вот так вот заклеиваю его, вот так. И все, и он у меня стоит. Видите, можно, теперь я рада очень, потому что я могу уже использовать вот эти, а то они у меня лежат уже очень давно, года 3-4 уже вот эти, наверное, я не пользуюсь ими. Вот, то все время заливки, а у меня красок много других, поэтому... Еще вот, смотрите, такая продается тоже уже, она тоже очень густая, тик, написано тик акрилик, ультра тик акрилик, System 3 3D, 3D написано, вот видите как. Это фиолетовый кобальт. То же самое. Ее можно делать какие-то рисунки. Я могу сейчас показать вам. В общем, что мы сегодня с вами сделаем? Я покажу вам, как я сделала вот такие листики. Может быть, если хотите, я покажу вам и вот такие вот, как я сделала. Вот на коробке, да? Но сначала я покажу вам, наверное, давайте вот на этом. Смотрите, у меня... Ну, вы можете взять новый холст. Я просто не хочу новый брать. Вот, вы можете взять новый холст, или если у вас есть какой-то старый, вот с зелеными, например, там что-то вам не нравится, да, вы можете просто, опять же, украсить этот холст как-то немножко по-другому, вот и все. Ну вот давайте попробуем, я не знаю, как лучше сделать, наверное, вот так. Как же мне поставить, чтобы вам было видно? В общем, с насадками мы разобрались. Вы можете взять любые, наверное, у всех дома есть у женщин, наверное, многие же пекут. Вот я еще открою, попробуй вот эту штукенцию. Это мне дети дали, знаете, да, вчера.
Они мне дали, говорят, бабуля, возьми и вот собирай там свои вот эти вот насадки. Ну ладно, давайте буду собирать. Теперь давайте я вам покажу, как я сделала вот ту картину. Но только мне надо как-то поставить, чтобы вам было видно. Да, ладно, сейчас, подождите еще. Подождите. Что я еще себе взяла? Смотрите. Я себе взяла вот такую штукенцию. Вам видно, да? Это надувной матрасик, вот такой, который купаются для детей. Я взяла, сделала, вот когда кручу свою вертелку, да, у меня было в тазике, она неудобная. Теперь мне удобно, я вот сюда вот поставлю, покрутила, краска никуда не слетается. Если кто-то дома вот делает крутилки, да, возьмите вот такую штуку. Она на самом деле, сейчас я вам коробку покажу. Вот такая, надувной матрасик называется, по-моему. Вот. Видите? Надувной матрасик. В общем, вот такой матрасик, если кто-то крутит на крутилке, очень удобно. Постелили, застелили, и ничего, краска никуда не идет, и ничего с ней не случается. Все, уже 15 минут, давайте я вам покажу, что я тут, как можно сделать. Вы уже сами там посмотрите, можно очень много разных дизайнов делать, да, это уже на ваше усмотрение. Я просто вам показываю, если у вас есть какие-то холсты, да, которые вам не нравятся, предположим, да, вот вы взяли их и начинаете, ну, например, я не знаю, так или давайте вот так, все равно разницы нету. Вот так надо мне. Вот оно, видите, увидела здесь-то вот эта штучка. Ладно, давайте вот так, смотрите. Я просто вот с такой насадочкой, да, я просто провожу. Вот так. Удлиненные, какие-то короче, какие-то длиннее, например, да. Вот, провели мы все, предположим. Вас долго, чтобы не задерживать, я быстренько это сделаю. А сами там уже посмотрите. Как уже вам нравится, вы можете сами просто дизайн сделать. И все. Видите, вот такие полоски я провела. Вот. А теперь я сделаю, ну вот смотрите, можно сделать цветы, да, можно вот просто листики, я вам сейчас показала, я могу сделать золотым листики или же серебряным, как там. Ну давайте попробую здесь золотым сделать. Например, я делаю золотым листья. Вот надо, чтобы чуть-чуть просохло, но я уже сразу начну, ладно. Вот, коротенькая. Можно сделать из этого и длинные. Ну, я же говорю, надо немножко, чтобы просохло. Так. Ну, как хотите. Можно цветы добавить сюда. Я вот показываю вам сейчас как листья. А вы уже сами. Можете мастихином попробовать. Это очень интересно. Классно получается. Вот. Я не иду до конца. Видите, до конца я не дошла. А получается вот. Видите, какая красота. Вот это еще не красота. В общем, я вам сейчас покажу вот это вот. Примерно показала, чтобы долго не задерживать, да. Я там дальше доделаю. Может быть, потому что надо чуть-чуть, чтобы оно просохло. И мы можем сделать с вами какие-нибудь, например, цветы. Предположим. Ну, давайте так попробуем. Сейчас я посмотрю, какие у меня тут насадки. Подождите-ка, сейчас проверим, что за насадки здесь у меня. Ну, как всегда, мне позвонили, у меня сорвалось. Ну, я добавлю этот кусочек сейчас, вот то, что буду делать. Смотрите, я уже там показывала. Значит, мы делаем вот эти полосочки, да, и сделали листики. Ну, дальше я там пробовала, потом мне позвонили, и у меня сорвалось. Сейчас я выключила уже на авиарежим с телефона вот так. Вот так вот мы будем делать, например, вот у меня большой есть, например, цветы можно сделать. Ну, у вас могут быть разные, какие хотите. Как хотите, вы можете делать. Хотите мастихином, хотите так. Вот этими насадками. Ну, как вам удобно, в общем. Можете не делать цветы, можете просто сделать, например, какой-нибудь, ну вот,
как я только листики, предположим, да, уже будет что-то. Вот это большое, то, что она большая, будет насадка большая. Сейчас вот у меня есть чуть-чуть здесь потоньше насадки, например, можно сделать. Я просто вам показываю, это экспериментальный. Я вам показываю, какие можно цветочки делать здесь. Вот. Вы уже сами решите, как вам делать, например, цветы. Хотите такие, насадки какие у вас будут, уже можете делать. Можно такой 3 сделать, по 3 штучки, которые можете по 4 делать, можете просто вот прижали, да и все. Вот вам цветок. Пускай вот так будет, да. Например. Ну вот, смотрите, разные можно попробовать. Вот. Это вот экспериментально я вам показываю. У вас, конечно, получится лучше, потому что на камеру всегда, видите, там получилось красиво, на камеру у меня всегда что-то не так получается, короче. Ну, ничего, я вам зато идею передала, какая. Вот. И вы можете вот этим воспользоваться. Вот видите, можно очень интересные цветы делать такие. Вот. Ну, можно, например, не висячие вот сделать, да, а просто вот вы нарисовали вот эти полосочки, вот так вот раз, и все. Видите, как интересно получается. В общем, саму идею я вам здесь передала. Вот у меня такие вот краски 3D, да, вот такая есть просто глосси, красного цвета. Ну вот вы сами смотрите. И вот эти вот heavy body, я не знаю на русском, на самом деле, извиняюсь, что у меня русский с английским, с арабским, с армянским, короче, все перепутала я. Я ничего не помню. В общем, ну вот примерно вот так вот. Вот, листики мы можем сделать, вот такие цветочки можно сделать. Просто наляпать цветы получится. Да, здесь там лепесточки какие-то, если вот так рисовать. Ну, сами посмотрите, как вам удобно, как вы захотите, так и нарисуйте. Главная идея. Дальше, сейчас я вам постараюсь показать. Эти я сейчас уберу потом. Вот как я делала вот такие цветы. Ну, легко и просто тоже делается. Ложкой. Сейчас я это уберу. У меня здесь есть разбавленные краски немножко. Я вам и покажу как раз из разбавленных красок то, что у меня тут есть. Если они не загустели, конечно, но я вам сейчас попробую показать. Так, ложки разные можно взять. Какие у вас есть дома, пластмассовые, такие, короче, какие хотите. Вот, какие хотите ложки. Я сейчас вот попробую тем, что я вот такой вот пробовала этот цветок сделать, да? Смотрите, я сейчас, значит, немножко мы должны обмазать. У меня уже здесь, конечно, перчатки одену сейчас. Мы можем обмазать немножко, значит, такой тонкий слой краски. И потом уже на этой краске мы можем сделать, какой цвет хотите, такой можете сделать. Зеленый, темно-зеленый, черный. Я не знаю, там я делала черный на коробке. Это просто тоже было экспериментально, я делала черный. Ладно, сейчас мы попробуем с вами сделать это. Вот тонким слоем. У меня здесь немножко осталось краски. Сейчас попробуем. Хватит, я думаю. Значит, я вот так вот сейчас размажу. Даже я много добавила краски, видите? Потому что по бокам надо покрасить это все. Я уж сразу закрашу, чтобы потом не осталось. Это когда долго не записываешь, потом, не знаю, почему-то как-то теряешься на эту камеру. Я не знаю почему. Раньше нормально все записывал. Сейчас у меня почему-то, ну, что-то не так со мной. В общем, я не знаю, может, потому что думаю много, потому что на самом деле переживаешь. Сейчас положение такое, что
непонятное, вообще, что происходит в этом мире. Конечно, переживаю, конечно, думаю, детки, и вообще не получается вообще не думать об этих проблемах. Ну, что делать? Я знаю, что не только я одна такая, что многие сейчас, ну, даже многим, наверное, не до этих заливок сейчас. Вот даже снимаешь на камеру и думаешь, а вообще интересно людям сейчас смотреть это или нет. Ну, наверное, иногда все равно нужно отвлекаться от всего. В общем, я примерно вот вам показываю, как я это делала. Считайте, что это коробка. Вот. Вот так я ее разукрасила. Ну, вот так вот я ее, значит, черным провела слегка. Пусть даже эти полоски, это будет как текстурное, нет проблем. Так, ну мне нужно будет это все убирать, конечно, протирать, потому что высыхает сразу. Нужно сразу протирать все. Так, дальше пошли. Смотрите, вот у меня есть вот такая краска. Ну вот размешанные краски, да? Мы берем ложку. Сейчас еще опять я отвлекусь, опять отойду. Сори, что я сегодня весь день отхожу, но я уже стараюсь, чтобы... Потому что это все я вам просто показываю. Ну, видео, конечно, не очень получится, но ничего. Вот я взяла вот так вот. Вот такая ложка у меня. Да? Я буду пробовать сейчас вместе с вами. И начинаем. Ну вот откуда? Например, пускай будет цветок отсюда где-то. Вы уже сами. Раз, провели. Теперь мне нужно это протирать все. Вытирать. И каждый раз надо вытирать, потому что черный цвет потом попадает и уже будет как бы некрасиво. Дальше. Можно смешать цвета, например, не обязательно только оранжевый. Можно смешать и другой какой-то цвет еще. Вот 2. Три. Можно даже еще 1. 4. Ну, примерно вот так я вот, значит, вам показываю, как можно сделать вот эти цветочки такие интересные. Вот такой цветок. Знаете, у кого на канале я это еще видела. Она делает ложкой тоже. Очень красивые такие получаются у нее цветы. По-моему, Джема 777, что ли, называется этот канал. Она всегда тоже делает какие-то цветы, там разные. Очень интересные у нее вообще работы, там очень много. Ну вот примерно, вот смотрите, вот так, да? Вот один мы сделали. Теперь, что мы делаем теперь? Я теперь беру. Мне нужен, что мне нужно? Мне нужна вот эта штука. Значит, вот. Другой цвет еще возьмем какой-нибудь. Ну, давайте вот такой оранжевый возьмем еще, темный. Это вот у меня краски, то, что оставались. Я вам сейчас показываю. Теперь беру и вот так вот начинаю делать вот такие точечки. Мелкие, крупные, как хотите, вы можете сделать. Так, ну вот, видите, уже что-то получается. Дальше можно добавить еще желтенький, оранжевый, опять же сюда. Ну что-то вот. Какие цвета? Желтый можно добавить, коричневый вот можно сюда добавить как бы. Да, и получится интересная работа такая. Так, это у нас один цветок. Дальше. Смотрите, теперь вот здесь я проводила вот этой вот штукой.
просто вот такую вот линию. Ну, любой зеленый цвет, например. У меня здесь есть. Если он, конечно, нет, он не получится. Ладно, давайте вот с этим. Предположим, вот у нас есть зеленый цвет. Я взяла и вот так вот провела. Ну, это другой цвет, да? Вы знаете, что надо чуть желто-зеленый какой-нибудь такой цвет можно. Это очень такой яркий и не получится. Ну, предположим, да? Вот так. Вот такой цветок получается. Я вам показываю из моих красок, которые у меня есть. Дальше, что еще здесь у меня есть? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Какой-то темно-желтый есть. Вот немножко, видите, здесь можно было добавить, разбавить, но я не стала. Вот такой желтый есть еще. Я уже несколько дней не делаю ни заливки, ничего. Только вот эту вот картину сделала и все. Во-первых, потому что детки здесь уже, ну, как бы некогда. Хочется с ними провести какое-то время. Поэтому никак не получается вообще. Так, ну давайте попробуем вот этой большой ложкой сделать. Предположим, какой-нибудь другой цветок, да? Вот тот я делала большой ложкой. Давайте вот немножко светлое возьмем, немножко желтое. Вот я вам один показала, как делать, да? Вот давайте второй, еще один сделаем вот здесь. Также, видите, вот. Также вот берем, видите, вот. Немножко желтого, немножко белого. И вот так же. Раз, два. Даже можно еще один. Вот. Он просто надо все время вытирать. Я вам сказала, я сама не вытираю. Ладно. Предположим, это можно исправить, ничего страшного. Вот. Да? Вот где-то тот цветок будет мешать. Ну, ладно, давайте как-нибудь. Будем считать, что вот так. Вот. Вот так вот можно сделать и тот, который я вам первые вот эти вот показывала. Вот. Я это также сделала. Вот этой ложкой. Вот такая ложка. Короче, можно делать вот такой ложкой тоже. Она тоже получается. Можно другой ложкой делать. Вот этими ложками можно поработать. Также я, опять же, беру вот такую тоненькую, например, ну, там палочка или что у вас есть. И опять так же пошла. Вот. Можно даже провести здесь вот так, чтобы как бы сделать. Вот так предположим, да? И пошли дальше.